Глава 155. Селянь, ступая по усыпавшим землю подобно осколкам яшмы алым лепесткам, медленно подошел к Хуачину. Увидев на его плече лепесток, он хотел протянуть руку и стряхнуть его, но вдруг осознал, что подобный жест будет излишне интимным, и заставил себя сдержаться. Заведя руки за спину, он улыбнулся. «Я даже не знал, что ты, кроме кровавого дождя, можешь ниспослать цветочный вихрь». «Занятно, занятно». Хуачен шагнул навстречу принцу, смахнул лепесток с его плеча и также с улыбкой ответил: «Это был порыв вдохновения, новый прием, придуманный только что. Сначала я хотел по привычке сотворить кровавый дождь, но вдруг вспомнил, что и ГГ тоже здесь. А если ты промокнешь, я ведь буду в этом виноват. Так что я в последний момент опомнился и превратил кровь в цветы. Рад, что ты счел это занятным. Но если на селяне не попало ни капли, то Пэймин промок до нитки. Он позвал сверху: уважаемые господа, не поможете ли мне спуститься? К нему подлетели несколько серебристых бабочек, которые, сверкая крыльями, разрезали сети, и Пэймин получил свободу, приземлился на ноги. Селянь опустил взгляд и увидел еще одну бабочку, которая присела между лопаток лежащей на земле Линвэнь. Сань Лан, Линвэнь и божество парчевых одежд не пострадали, нет. Я только погрузил их в сон. Селянь подивился: божество парчевых одежд так разбушевался, а ты справился с ним довольно быстро. Хуачен приподнял бровь. Более-менее. Не знаю, в чем дело. Мне показалось, он не хотел со мной сражаться. Селянь, поразмыслив, ответил: кстати говоря, да. Когда ты в прошлый раз его надел, он также ничего не смог с тобой сделать. И к тому же явил свою истинную форму. Пэймин подошел к ним. Господа, поговорим позже. Может, сначала снимем с нее эти парчевые одежды, как-то неудобно, заметил Селянь. Пэймин возразил: она ведь в облике мужчины, что здесь неудобного? И приступил к делу. Однако стоило ему потянуться к вороту Линвэнь, его будто что-то ужалило, Пэймин изменился в лице и отдернул окровавленные руки. «Это одежка». Еще и кусается, Хуачен протянул. Божество парчевых одежд не желает покидать Линвэнь. Снять его не получится. Пэймин, глядя на стекающую с ладоней кровь, спросил: не могли бы ваше превосходительство в следующий раз говорить о таких вещах заранее? Селянь мягко произнес: генерал Пэй, дело не в том, что он не сказал заранее, просто вы слишком поторопились. Хуачен хохотнул. Именно. Несмотря на полученные ранения, они не растеряли целеустремленности и направились в обратный путь. Кто-то должен был понести Линвэнь в мужском обличии, и Пэймин все же вызвался взять это на себя. Бань Юэ и Пэйсу остались в поселке неподалеку от храма Уюна. Увидев возвратившихся, Пэйсу широким шагом вышел навстречу. «Генерал, ваше высочество!» Фреска в храме исчезла. Пэймин, одной рукой держа Линвэнь, другой убрал назад окровавленные волосы и спросил: «Какая фреска?» Увидев Пэймина в пурпурно-красной цветовой гамме, Бань Юэ широко округлила глаза. Селянь вкратце рассказал Пэймину о картине, затем отправился за Пэйсу в храм. И действительно, теперь стена, на которой они обнаружили фреску, ничем не отличалась от 3 других, обожженных до черна. Словно никакой картины и не существовало. Хуачен провел рукой по стене. Картину создали при помощи магии. Селянь кивнул. И, возможно, ее создатель озаботился тем, чтобы картина не осталась на стене надолго. Тем временем Бань Юэ после долгих колебаний все-таки спросила у пурпурно-красного Пэймина: «С вами все в порядке?» Пэймин взглянул на нее и со страсткой произнес: «Спроси лучше своих змей, которые меня так покусали, все ли со мной в порядке?» Пэйсу открыл рот, не совсем уверенный, стоит ли заступиться за девушку. Бань Юэ округлила глаза еще шире и замемлила, оправдываясь: но от одного укуса скорпионовой змеи опухоль не может расползтись на все тело, и так сильно. Пэймин помахал перед ее лицом рукой со следом от змеиных зубов в подтверждение, что его действительно покусали. Неоспоримые доказательства были налицо,
и Баньюэ пришлось сказать: «Простите, Пэйсу, не в силах больше на это смотреть», похлопал девушку по плечу. «Не обращай внимания. Это не твои змеи натворили». Селянь, который тоже не желал больше наблюдать спектакль, вздохнул: «Генерал Пэй, вы не могли бы перестать морочить голову девочке в такой-то момент». Однако Пэй Мин именно в этом находил источник жизненных сил. С помощью магии он избавился от следов крови, его лицо вновь засияло, и мужчина рассмеялся. Но ведь девочки для того и нужны, чтобы морочить им головы. И вообще советнику Баньюэ уже несколько сотен лет, какая же она девочка? Боитесь, что она смутится, остальные перестали обращать на него внимание. Пэйсу продолжал разговаривать обрывками, но передвигаться все-таки мог сам, поэтому ему поручили нести Линвэнь. Отряд покинул поселок и продолжил путь на следующий уровень горы Тунлу. Через день они достигли узкого ущелья. По обеим сторонам высились величественные каменные скалы, а посередине вела горная тропа. Здесь Линвэнь наконец пришла в себя из забытья. Но, несмотря на это, способность двигаться к ней не вернулась, поскольку серебристая бабочка накрепко прицепилась к ее спине. Осознав, что кто-то несет ее на плече, Линвэнь не моргнула глазом, только растерянно спросила: «А откуда такая тьма народу? Как вы все здесь оказались?» «Это что, уже не гора Тунлу?» Пэй Мин ответил: «Это, по-твоему, тьма. Я тебе вот что скажу, сейчас нас станет еще больше. Будут и новые лица. Сможем усесться за несколько столов и перекинуться в карты». Селянь, совершенно с ним солидарный, не удержался от улыбки. Помолчав, принц спросил: «Кстати, Линвэнь, из монастыря водных каштанов Циин погнался за тобой. Где он сейчас, не знаю. Когда мы оказались на горе Тунлу, набежало слишком много нечеловеческих созданий, и его высочество потерялся. Сейчас мне неизвестно, где он». Пэй Мин вздохнул, обращаясь к Линвэнь: «Как ты могла не сказать мне, что была тем, кто забрал у государства Сюли последнюю надежду на спасение? Как жестоко с твоей стороны». Селянь лишь теперь вспомнил, что Пэй Мин — уроженец Сюли. Впрочем, он, кажется, уже не испытывал теплых чувств к своей стране, ведь являлся простым генералом, а не главой государства. К тому же перед Вознесением как раз государь Сюли поступил с ним подло, так что в его словах не было ни намека на негодование, скорее лишь насмешка. Однако, забеспокоившись, что разговоры о государстве Сюли могут рассердить божество парчевых одежд, принц решил поскорее сменить тему, обернулся и спросил: «Сань Лан, мне все не дает покоя одна вещь». Когда они вошли в ущелье, Хуа Чен не сводил внимательного взгляда со скал по обеим сторонам. «Спрашивай». Что же представляет собой медная печь, давшая название горе Тунлу? Неужели и правда огромную печку? Хуа Чен усмехнулся и отвел взгляд от стен. Конечно, нет. Но ГГ задал вопрос как раз вовремя. Он вытянул руку вперед. Ее уже можно увидеть. Остальные проследили в указанном направлении и на мгновение невольно застыли на месте. Это и есть медная печь. Хуа Чен скрестил руки на груди. Верно. В его черных, как ночь, глазах отразилась гора, показавшаяся на самом горизонте. Далеко возле края неба, высоко над миром, она возвышалась над другими горными пиками, окрашенная глубоким синим цветом. Вершину горы окружали ветра и облака, подобные морю, и даже можно было смутно разглядеть снежную шапку, которая не таяла круглый год. Хуа Чен неторопливо объяснил: медная печь — это действующий вулкан, а также центр всей горы Тунлу. Рождение князя демонов — это момент его пробуждения. Вулкан извергается, да. Поэтому появление князя демонов всегда сопровождается всполохами пламени, потоками лавы и природным бедствием, способным уничтожить все живое. Вообразив картину пылающего вулкана, от которой глаза озаряются красным, Селянь на миг остолбенел. Пэй Мин заметил: слишком далеко. С такой скоростью, если не учитывать стычки с демонами по дороге, придется потратить очень много времени в пути. Селянь пришел в себя и кивнул. Поэтому каждый раз открытие горы
и битва демонов подобны процессу тяжелых родов. Хуачен улыбнулся. ГГ, отличное сравнение. И вдруг остановился. Мы добрались. Селянь изумился. Так быстро, да. Но пока не до медной печи, а до храма Уюна. И действительно, посреди ущелья показался покосившийся, но все же поражающий размерами храм. Второй встреченный ими на пути. Селянь едва удержался от того, чтобы протереть глаза, и спросил: он настоящий? Винить принца в недоверии нельзя. На самом деле почти каждый из присутствующих усомнился в том, что храм настоящий, поскольку он возник впереди слишком уж неожиданно. Но его не должно здесь быть. Где это видано, чтобы в узком ущелье на горной тропе строили храмы? Что за дрянной фэншуй, даже если кто-то, одержимый идеей, непременно желал построить его в подобном месте, ведь можно было возвести здание чуть в стороне. Но храм преспокойно высился ровно посередине тропы, словно безмозглый мелкий деспот, преградивший отряду дальнейший путь. Пэймин угрюмо произнес: без демонов наверняка не обошлось, слишком странно. Всем проявлять осторожность. Линвэнь с трудом подняла голову с плеча Пэйсу и сказала: «Господа, если не хотите заходить внутрь, мы могли бы взлететь и пройти по скалам». Селянь же возразил: «Нет. Мы должны войти и осмотреть храм на предмет фресок». Хуачен, ГГ, не волнуйся. Если хочешь, идем посмотрим, ничего страшного не случится. Стоило ему это сказать, все остальные необъяснимо для себя успокоились и медленно приблизились к храму. До самого входа никаких странностей им не встретилось. А перешагнув порог и оказавшись в главном зале, они убедились, стены храма обожжены пламенем и покрыты черным, но если аккуратно соскрести корку, то отколется маленький кусочек краски, точно как в прошлом храме. Селянь вначале вел себя крайне настороженно, но теперь, убедившись, что во тьме не поджидает никаких опасностей, немного успокоился и произнес: «Приступим». Вскоре черный защитный слой осыпался со стены, явив скрытую за ним картину, которую Селянь и Хуачен принялись внимательно изучать. На этот раз сюжет фрески оказался совершенно иным. Они начали смотреть с верхнего уровня, где юноша в белых одеждах восседал на нефритовой кушетке с видом прекрасным и возвышенным. Тот самый наследный принц Уюна. Его глаза были закрыты, а судя по позе, сам он погрузился в медитацию. Только от него не исходило ни намека на покой. Брови принца были сведены к переносице, со лба даже стекали капельки пота. Его окружали 4 божества-покровители, подчиненные наследного принца с предыдущей фрески, что стало ясно по той же одежде и облику. Судя по выражениям лиц, их явно охватило беспокойство. Верхний слой краски все еще медленно осыпался, но пока исчез не до конца, и Селянь вначале увидел хаотичные мазки красного цвета. Принц нахмурился. Странно. Он осторожно коснулся стены рукой и с сомнением произнес: неужели фреска плохо сохранилась, непонятно, что конкретно изображалось далее, глазам предстали лишь линии и цвета, размазанные, тусклые, словно их покрывал слой тумана, не дающий четко разглядеть написанное. Но ведь фреска создана при помощи магии, она не могла потускнеть от времени, подобно настоящей. Хуачен тоже внимательно всматривался в картину. «Подождем еще», — хмуро произнес он. Они переглянулись. А когда черная корка окончательно опала и картина стала полной, отступили на несколько шагов и вновь взглянули перед собой, стоя плечом к плечу. Стоило Селяню узреть фреску целиком, дыхание перехватило, а по голове пробежали мурашки. Потрясенный, он произнес: «Это ад».